Мы покажем вам сотрудников ГБУ «Ритуал», вставших на руководящие должности. Интересный факт. Львиная доля всех сотрудников – выходцы со Ставрополья. За сбор денег отвечают люди из Ставрополя. На места директоров тоже люди из Ставрополя. Лучшие легкоатлеты из Кении, лучшие воины – спартанцы, а лучшие ритуальщики – ставропольцы. Просто все эти сотрудники очень верны своему руководству. Они будут собирать деньги и никогда никого не сдадут. Ребята живут по четким понятиям. Своих не сдаем. Вот так вот происходило увольнение сотрудников. В сегодняшнем нашем выпуске мы поднимем вопрос появления новых кадров, которые приходят на места старожил ритуальной сферы услуг. За последние годы вместе с приходом нового руководства в ГБУ «Ритуал» кардинально меняется не только руководящий состав, но и рядовые сотрудники на самых крупных кладбищах Москвы. Интересный факт. Львиная доля всех сотрудников – выходцы со Ставрополья. Такая картинка происходит на практически всех кладбищах. За сбор денег отвечают люди из Ставрополя. На места директоров тоже люди из Ставрополя. Взять, например, Кобу Махаровича, из-за которого Андрей уже полгода находится в СИЗО. Когда мы получили информацию с сайта «Однодневки», мы сразу обратили внимание, что почти все звонки идут на ставропольские номера. Заведующий тоже со Ставрополья. Жульбаны, жульбаны, жулики родные, а раскинул на сука по края розлые. Жульбаны, жульбаны, жулики родные, вспоминаю часто времена былые. Жульбаны, жульбаны, жулики родные. Вы только представьте себе, сколько нужно получать на кладбище, чтобы смело бросить бизнес и, не задумываясь, приехать работать с трупами. Мы покажем вам сотрудников ГБУ «Ритуал», вставших на руководящие должности. Никто из представленных далее людей не занимался ритуальной сферой услуг. Роман Молотков, солист группы «Крестная семья» и совладелец нескольких ресторанов в Ставрополье. В настоящее время руководитель ритуального отделения по Восточному округу. Корнеев Самвел Валерьевич. Подполковник внутренней службы. Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний в Ставрополе. Ныне глава МКУ в Балашихе. Гломаздин Иван Васильевич. Занимался взысканием кредитов в Ставрополе. Сейчас глава МКУ в Ленинском районе. Иван Лобода. Бывший директор филиала СГ Транс, в которой работал Лев Мазараки. Теперь возглавляет МКУ в Домодедове. Альберт Утакаев. Бывший начальник пограничных войск ФСБ в Карачаево-Черкесии. Замдиректора ГБУ «Ритуал» по безопасности. Роман Нарышкин, который занимался маршрутными такси в Ставрополе, стал начальником специализированного отделения московских крематориев. Евтушенко Дмитрий Викторович. Бывший заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Сейчас же заместитель руководителя ГУРБ Московской области. Начальник управления по организации деятельности в сфере погребения и похоронного дела. 80% руководства – выходцы из Ставропольского края и близлежащих регионов. Роман Еремин, Егор Войтусенко, Артем Петросов, Павел Шейкин, Юрий Кушнир и множество других интересных людей заняли руководящие должности. Совпадение, не думаю. Мы не говорим уже о работниках кладбищ. Их, кстати, можно вычислить по их отношению к нашей команде. Нашему проекту удалось взять несколько крупных интервью у бывших сотрудников кладбищ
И не просто сотрудников, а тех, кто более 10 лет работал в этой сфере. Для того, чтобы установить свои порядки, приходится убирать самых матерых и опытных сотрудников. Ну, неофициально, если я больше 20 лет работал. 10 лет? 10 лет, 11 да. С 2003 года я пришел работать в «Ритуал». Я несколько раз был награжден Якимом за захоронение на Федеральном военном мемориальном комплексе. Погибших артистов ансамбля имени Александрова похоронили сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище. 2000 года там всех времен пошел. 20 лет почти, да. ГБУ я сколько, 12 лет отработал, года 2 назад. У нас поменялось руководство. И после этого начались массовые увольнения без причины. То есть, вплоть до того, нравится, человек не нравится. Сотрудников кладбищ начинают распределять на другие кладбища. Разделять с командой, с которой они работали долгое время. В марте месяце нам предлагали уволиться либо по собственному желанию, либо нас, в увольнение по статье. В любом случае вас уволили. Вот так. Нас сослали по разным кладбищам, по другим. По одному человеку, где нет ни условий, ничего, даже руки помыть нет. В течение года я ездил туда, у меня есть доказательства, что я хранил в единственном числе, готовил могилу, копал один. Происходит жесткое вытеснение сотрудников с кладбищ под любыми предлогами. Ты копаешь могилу, копаешь до крышки гроба, там на глубине 1,20 м, что запрещает уже на свободном месте захоронение дальнейшее производить. Мы записываем на видео, как мы вызываем руководство Горбоносова Владимира Николаевича, который якобы контролировал эти дисциплинарные наши взыскания. Он приезжает, мы говорим, примите решение, вот он гроб, 1,20 м. Он молча разворачивается, есть все на видео, то, что мы показывали в суде. Он разворачивается и уезжает. На следующий день у меня дисциплинарное взыскание, нарушение Санпин. Вот так вот происходило увольнение сотрудников. Под чутким руководством Вячеслава Николаевича Глухова и Горбоносова Владимира Николаевича. Способен ли кто-то защитить сотрудников? Мне лично он сказал, я понимаю, что ты абсолютно прав, но сделать я ничего не могу, надо сверху покровитель. У меня есть приятельные покровители, люди непривлекательные в казенных кителях, самых страшных прочих на свете обладатели, очень серьезные люди, очень влиятельные. Как изменилось отношение руководства к сотрудникам кладбищ? Прислушивались к нам тоже. Но с нами считались все равно собирать собрания, все равно как-то это первые руководители, которые пришли, и вот так не просто шашки марш там налево. В чем же причина таких перемен и вытеснения сотрудников? По-моему, с приходом нового руководства что у нас получилось? Как так получилось? Меняют всех на Ставропольских, приходят прямо как приезжают прямо с чемоданами, их наблюдаешь, так смотришь, приехал раз в кабинет пошел, один с чемоданом прошел, там смотрит, второй, третий, и распределяют, куда, чего там убирают. И это в этом году уже было понятно, что всех нас убирают. Тех, кто приезжал из Ставрополя, сразу устраивают на работу. У нас был человек, который сидел и собирал денежки, черный. Изначально, когда он с новым руководством пришел, наверное, месяца до 3 он просто не был оформлен. Это просто был человек Евгений, который просто приезжал, забирал деньги. Все, то есть кто такой, чего такой, то есть без разницы. Он занимался именно захоронением урн, он был за это ответственен, собирался там с землекопов, за мемориалку, то есть он просто ездил и собирал деньги. Создана настоящая команда, которая работает в едином ритме. Вероятно, руководство ГБУ разгадало какой-то феномен ставропольцев, их уникальную способность работать на рынке ритуальных услуг. Лучшие легкоатлеты из Кении, лучшие воины – спартанцы, а лучшие ритуальщики – ставропольцы. Очевидно. Но дело совсем не в этом. Просто все эти сотрудники очень верны своему руководству. Они будут собирать деньги и никогда никого не сдадут. Ребята живут по четким понятиям. Своих не сдаем. А мысли о том, что они наживаются на горе людей, им чужды. Мы с тобой на берегу договорились, на каком берегу? Может, я как понял, очень криминализированный язык у них, да, там, это крыса, она, когда говоришь на берегу,
ну, может, потому что ребята южные, горячие. Давай побыстрей с деньгами расставайся. Наперстки, карты, шулера. Шли СМС на короткие номера. У нас нет никакого негативного отношения к жителям Ставрополя. В данном случае мы говорим о конкретной группе людей, которые оказались из одного места по принципу кумовства, которого здесь быть не должно. Такой бандитский мир, образовавшийся на кладбищах Москвы и Подмосковья, не должен оставаться в тени. Мы просто обязаны говорить об этом и привлекать внимание общественности и контролирующих органов. До встречи в новых выпусках.